мои маленькие и большие любители аниме и JRPG. Сегодня игра будет специально для вас. И оформлением, и сюжетом, да и геймплеем. Итак, всем привет, с вами Юра, вы смотрите Geek Media. На столе у меня сегодня Synchro Horizon. И по истории этой игры были три мира, которые в определенный момент сошлись друг с другом, столкнулись, и поскольку их горизонты синхронизировались, это событие назвали Synchro Horizon. Жители этих миров объединились и стали жить долго и счастливо, пока в один определенный момент один из пророков не сказал, что типа: «О, ребята, грядет капздец, полный капздец. Произойдет он в одном из миров, и вас ждет пятое бедствие, и оно будет самым страшным и будет скоро». Все таки посмотрели, на небе не облачко, яблочки растут, крокодил ловится, кокос собирается, такие типа: дурак ты, мужик, и забыли, короче, про него. Но прошло время столько, сколько он сказал, и тут фига, как бы ровно через год в Стелларисе собирается какая-то дичь. Поэтому в Люминарии собрали героев, то есть в вас конкретно, для того, чтобы вы пошли и от этой дичи избавились. У вас будет 4 сезона по 12 дней, и в этих рамках вы должны будете добраться из Люминарии с одного конца на другой конец, сюда вот в Стелларис, и сразиться с самым главным злодеем, Селестиалом, который... А вы не знаете, который из них будет в этот раз. И, соответственно, победить его, надрать ему задницу и в итоге выиграть в игре. Времени в игре ограничено, как вы понимаете. Вот у нас всего 4 сезончика вот этих вот, да, вот так вот они будут двигаться. При этом интересный факт в том, что вот это таймер раундов, так называемый. И раунды вы будете тратить как в боях, так и во время передвижения по общему игровому полю. В зависимости от того, в какие локации вы будете заходить, вы будете тратить разное количество раундов. И вот если они кончатся, даже во время финальной схватки с боссом вы проиграли. А вот если вы финального босса победили, вот эту вот пятерочку, да, вот видите, вот этот желтенький флажочек, то вы, соответственно, молодцы и выиграли в игре. Эта игра — это нечто среднее между JRPG и рогаликом, в котором вы будете выбирать себе одного из персонажей, а их здесь огромное количество, между прочим. Персонажики все разненькие. У них у каждого своя специальная способность. Они разбиты на 3 класса. Это, соответственно, воин, заклинатель и лучник. И у каждого из них свои бонусы к тому, что они делают основной атакой. Но кроме этого, каждый из них обладает своим цветом. То есть, соответственно, воины красные, лучники зеленые, а наши волшебники и заклинатели, они синие. И в зависимости от этого они будут генерировать себе различные кристаллики. А кристаллы — это является очень важным элементом магическим в этом мире, в принципе. Эти кристаллы даруют невероятную силу, и вот ваших героев ее как раз достаточно много. Так вот, по ходу игры вы будете продвигаться оттуда, либо по одной дорожке, либо по другой дорожке, выбирать себе пути, по которым пойдете дальше. Идти может только вперед, ни шагу назад, как говорится, и выбирать себе следующий пункт назначения, перед которым вам предстоит сначала столкнуться с врагами, которых вы, если побеждаете, вы заходите в этот пункт назначения и получаете, соответственно, то, что написано было: используйте городские всякие различные ресурсы, возможно, даже закупайтесь в магазине. А если нет, то вы либо проиграли совсем и все, либо отступаете и пытаетесь еще раз, но уже с новым монстром в этой же клеточке. В ходе игры вы будете набирать себе специальные предметы, вот из такой вот колоды предметов. Будете набирать себе всякие навыки, вот из такого вот мешка с навыками, такие вот жетончики разные. И если сможете, если вам очень повезет, даже получите себе в наставнике одного из героев, подложив его себе вот так вот, а возможно даже и вот так вот. И вот на этом месте я показал как раз интересный элемент игры. В принципе, все прокачки в игре, то есть ваши герои, ваши наставники, ваши снаряжения и даже ваши способности, они все переворачиваются. Карты в игре все двусторонние, и вторая сторона их гораздо сильнее. Но для того, чтобы их перевернуть, вам нужно будет что-то сделать. То есть самое простое — это то, что ваш персонаж и ваши навыки переворачиваются за прокачку вашего героя, а вот ваши предметы прокачиваются по специальным способностям в различных городах. То есть это игра чисто иди, бей монстров. Если вы грамотно все спланировали, вы победили. Если вы хорошо прокачали своего персонажа, вам удалось создать синергию между предметами, которые у вас есть, а я покажу пару примеров синергии, вашими способностями и обилкой вашего героя, то у вас уже к середине партии будет убийца, который может раскидывать всех. Но выиграть в игре вы сможете только если вы всех прокачали равномерно, и у вас все могут круто всаживать или всасывать урон в себя. Давайте разбираться, как играть в Synchro Horizon. Итак, сначала разберемся с базовой темой. Это перемещение по полю. Каждый
ход, когда мы находимся на игровом поле и не вошли в бой, мы выбираем себе, куда мы пойдем дальше. В частности, вот мы вышли из Люминарии, пообщались с сильными мира сего, и они говорят: вы могучие герои первого уровня, вы единственная надежда человечества, не то, что там наши все вот эти вот герои былых дней, там вот эти вот прокачанные рыцари и наставники ваши, вы наша надежда. И вы выбираете, куда пойдете. Пойдете налево или направо. Ну, там коня не потеряете, конечно, но тем не менее. Вам надо смотреть на такую штучку. Это книжечка, которая говорит вам о том, что вы, во-первых, увидите, с кем вы столкнетесь. Она вам будет говорить, что вы столкнетесь в бою сначала с 4 монстрами первого уровня, а потом вы сможете посетить либо башню волшебника, либо шахту. И вы сразу должны выбрать, пойдете вы в башню волшебника туда или в шахту, и списать определенное количество, соответственно, раундов, которые на это потратятся. А потом, соответственно, подраться с монстрами, я это покажу отдельно. И если вы с ним подрались, вы пришли сюда, ставите книжечку правил, и у вас разные события. Этих вообще книжечек, в принципе, достаточно много. Там будут и события, которые позволяют вам прокачивать предметы, и события, которые позволяют вам получать наставников, события, которые позволят вам получать денежки, потому что денежки здесь тоже очень важная вещь. И всякие могут быть рандомные события, которые позволят вам получить новые навыки, прокачать навыки, заменить навыки, получить наставника, прокачать вашего героя или даже улучшить ваше снаряжение. То есть все для того, чтобы вы стали сильнее к следующей схватке. Но очень часто вам придется выбирать следующим образом. Вам будет говорить, один герой кто-то сделает то-то, что там достаточно мощное, например, там получит себе новый навык. Или, например, там все герои попробуют покопать в шахте и получить по монетке. Ну, что-то такое вот. То есть вам надо будет выбирать. И, соответственно, если мы здесь побили монстров, сходили в город, мы идем дальше вот уже по желтеньким книжкам, потом по оранжевеньким книжкам, красным книжкам, фиолетовым книжкам. И наши страдания становятся все более сильными, потому что изначально мы, вот смотрите, мы открываем только 4 врагов первого уровня, потом у нас идет 1 первого уровня, 3 второго уровня, потом у нас идет 2 второго, 2 третьего уровня, и потом у нас уже идет 2 третьего, 2 четвертого, 3 четвертого, 4 и 5 уровня. И 5 уровня это как раз те самые селестиалы. Это вот враги как раз самые мощные, которые боссами игры являются и которых вам нужно победить. Это прям мощь и боль. Соответственно, если мы здесь победим самого главного гада, то мы выиграли в игре. Если нет, то нет. Важный момент в том, что вам теоретически таймера хватит на то, чтобы пару раз проиграть или пару раз отступить из боя, но не более того. Таймер достаточно все-таки жестокая штука, то есть вы при перемещении между каждой локацией тратите там от 3 до, иногда бывает 5, например, как вот здесь вот, да, чтобы пойти в библиотеку единиц времени, вот этих раундов, и еще вы тратите их на бой, про который я покажу. То есть, если вы будете очень сильно тянуть время, то, возможно, вы до босса даже не дойдете, до главного, или у вас кончится время в ходе боя с этим боссом. Но теперь мы с этим полем на время прощаемся, потому что вот мы якобы пришли в первую локацию, и нас там ждет схватка. Что будет после нее, я думаю, вы уже разобрались. А схватка здесь это очень прикольная, необычная и достаточно забавная часть игры. У вас у каждого есть свой планшет, и мы достаем 4 планшетика для монстров. А еще мы достаем специально такие вот штучки. Я поверну немножко вот эту камеру, чтобы было приятненько видно. Вот так вот. И вот стоят наши герои. Вот моя героиня, Корнелия Валтарис, стоит вот здесь вот. Вот, соответственно, стоит вот этот персонаж. Вот. И вот мы все втроем выставились. Наш танк, наша героиня красная воительница стоит первой. И вот мы вытянули каких-то монстров. Некоторые монстры из вас будут обычные, некоторые монстры будут фиолетовые. Это монстры элитные. За каждый бой вы побеждаете, когда в нем вы получаете вот столько денег, плюс по 2 монетки за каждого элитного монстра, которого вы уже победили в этом бою. Но сначала вам придется с ними разобраться. Вам в этом помогут еще и вот 2 такие штучки. Это рандомайзеры порядка хода. Но для начала вам предстоит выбрать, кто из вас будет ходить первым. Вы или монстры. И если вы ходите первыми, вы получите себе по 1 кристаллику вот такому вот из этого мешочка. Помните, кристалл дает вам волшебную силу. А если нет, то получите столько, сколько, соответственно, вы получаете каждый раунд. И у каждого игрока, вот здесь изначально есть прокачка. То есть вот этого всего у вас на первом уровне не будет. Я просто взял это положить для того, чтобы вам показать интересные комбинации всякие разные. То есть вот у меня вот так вот персонаж выглядит на первом уровне. Вот так вот. Он получил какую-то способность себе изначально. На первом уровне, соответственно, будет тянуть по 2 кристалла каждый ход, а вот уже начиная вот с этого уровня, будет тянуть по 3 кристалла каждый ход. Плюс, соответственно, при прокачке каждого уровня будете получать себе по 1 навыку, а здесь, соответственно, будете уже переворачивать навыки или переворачивать себе своего персонажа, что вас конкретно сильно даст вам некоторые бонусы. Так вот, мы, например, выбрали, что монстры будут ходить первыми. Теперь мы бросаем кубики за каждого монстра. И этот кубик кладем сюда, потому что монстр ходит первым. Второй кубичек бросаем, эта 5 пойдет сюда. Третий монстр, 3 пойдет сюда. И 1 пойдет сюда. Это все сделано для того, чтобы мы не забыли
какую способность будет монстр использовать и что они ходят первыми. Все мы это делаем для того, чтобы не забыть, каким образом будет ходить монстр, когда придет его очередь. И, например, вот этот монстр, понимаем, у него выпала троечка, значит 1-3, он будет наносить 12 урона. Урон всегда приходит в того, кто стоит ближе всего к монстрам, так же, как и мы наносим урон по базе самому ближнему монстру, то есть вот этому вот огненному элементарию, тому, который стоит слева. Монстры в ходе игры смогут менять свои позиции, вы сможете заставлять менять их по своей позиции, и вы также сможете менять позиции между собой. Но, чтобы определить, какой монстр ходит первым, мы берем монстр, вот эту штуку, вот так вот ее замешиваем, пойдем сюда и открываем первое окошечко. И у нас там коричневый шарик, оранжевый шарик. Оранжевый шарик — это вот этот монстр, как раз он первым и ходит. И вот он, соответственно, наносит 12 урона нашему танку. В начале игры это было бы очень больно, но это монстр уже 3-го уровня, и у нас там танк прокачанный, поэтому он это типа вытерпит. Дальше мы, соответственно, все перемешали, вскрыли первый жетончик нашего, и у нас ходит синий персонаж. Смотрим, у кого планшетик синенький, это как раз наш танк, и он начинает крутить, вертеть свои камбушечки. Ну давайте, допустим, была бы комба уже у меня, и вот я персонаж, достаточно сильно прокачан. Как оно работает? Я вытянул в начале своего раунда 3 шардика, 3 вот этих вот осколочка. За эти осколочки я могу использовать абсолютно разные способности. Любой осколочек можно положить сюда в один раз за раунд боя и, соответственно, использовать базовую атаку. Базовая атака наносит вот столько урона, то есть на первых 2 уровнях она 1, на вторых 2 уровнях 2, на третьих 2 уровнях 3 и потом 4. Но у каждого класса свой бонус к базовой атаке. Например, соответственно, маги, они, кроме того, что наносят 2 урона в основную цель, могут нанести 2 урона еще в какую-то цель. А я просто удваиваю урон, наносимый моей атакой. То есть, если я положу сюда вот базовый урон, я по базе нанес бы 4 урона, потому что он бы удвоился. Но смотрите как раз, как здесь работает комбинаторика предметов и всего остального. Оба моих предмета настроены на то, а я их выбирал специально и покупал в ходе партии, настроен на то, чтобы вносить как можно больше урона базовой атакой. И вот эта штука моя говорит о том, что у меня к базовой атаке плюс 4. То есть вы понимаете, что теперь я наношу уже базовая атака 6, и поскольку я лучник, я наношу уже 12 урона. Но вот эта моя карта говорит о том, что я свою способность класса применяю трижды. То есть у меня базовая атака 6, я умножаю трижды в 2 раза, то есть из 6 стало 12 раз, 24, 2, 48, 3. И вот я уже ношу массивный 48 урона всего лишь за один кристаллик. С другой стороны, у меня есть разные способности, которые здесь еще есть. И они работают следующим образом. Например, вот эта вот способность говорит вам: потрать на меня зеленые и синие кристаллы, и за это притяни любого товарища на ближайшую дистанцию, и после этого впаяй ему 3. То есть, например, у нас стоял бы какой-нибудь лучничек, или, например, вот этот вот слабенький товарищ, и вот этот, который бы нас раздражал, я могу взять бы его и притянуть его на первую позицию, чтобы весь урон входил в него, когда он самый опасный. А некоторые враги здесь есть, про которых написано прямо сразу, где они встают. То есть, например, вот это всегда стоит впереди. А вот эти, например, товарищи, да, как бы наши даже самые главные злодеи, они R, это rear, то есть сзади, они всегда вставали бы сзади. И тем самым можно было вытянуть товарища вперед. Но, если мы обилку класса моего уже разобрали, у меня есть еще обилка моего конкретно персонажа, госпожи Корнелии Валтарис. Она говорит о том, что когда я применяю способность, которая притягивает, отталкивает или позволяет поменяться местами, я могу нанести 3 дополнительных урона любому еще другому персонажу. Что в целом достаточно прикольненько, но при этом еще моя способность стоит на 1 дешевле. То есть вот эту способность я мог бы применить всего лишь за 1 синенький кристалл. Я так и сделал. Вы смотрите, опа, я притянул, нанес 3 урона ему и еще раз 3 урона ей же, вот этому товарищу. Но у меня остался еще 1 кристаллик. И у меня есть еще одна способность, которая говорит притягивай или отталкивай. И вот она говорит, нанеси 9 урона и оттолкни персонажа какого-то на 2. Плюс, опять же, она с отталкиванием, поэтому стоит на меня 1 дешевле, и я сделал бы вот так. И еще впаял бы кому-то 9 и оттолкнул бы его на 2 клеточки, тому же персонажу, например. И уже нанес бы массированный урон. А еще можно было бы скомбинировать все по-другому. Можно было первой способностью притянуть к себе самого главного и опасного персонажа, который у нас элитный, который пока еще не успел сходить. А потом воспользоваться моей базовой атакой, которая вносит 48 мощного урона, и добить его. И каждый персонаж может творить такие комбы. Кто-то, например, у нас танк творил комбы себе на то, что он набирал себе кучу брони и потом заставлял бить себя. Поэтому у нашего танка была пассивная способность, которая хорошо помогала отряду, и весь отряд получал с каждой атаки монстров на 1 урона меньше. Это было круто. Но и это еще не все. Если я прокачаю еще 1 уровень и переверну вот эту карточку себе на другую сторону, она мне скажет, что все способности с пушем и пулом, то есть толканиями и притягиваниями, для меня не стоят кристаллов вообще. Но при этом наносит не плюс 3 урона, а плюс 6 урона. И что это получается? Следующий ход я опять начинаю с 3 кристаллами.
использую 2 способности бесплатно, которые у меня с пушем и пулом, впаиваю очень сильно своей суператакой с руки, и еще смогу потратить 3 кристалла на то, чтобы помочь использовать свои другие способности. Или я смогу часть кристаллов отложить вот сюда в резерв, и ими воспользуются мои друзья. Круто? Круто. Как же нам добраться до такого волшебного уровня крутотени и впаивать всем врагам как можно больше? Потому что, как вы понимаете, рогаликовская тема как раз в этом и заключается, что вы бежите вперед и стараетесь максимизировать комбинации своих способностей и возможностей. Здесь это прямо проявлено очень круто. При этом бои очень динамичные, вы играете быстро, монстры бьют вас сильно, вы бьете монстров сильно. Как же вы получаете все вот эти вот возможности? Кроме того, что предметы вы покупаете за день, как я уже сказал, которые вы зарабатываете победу над монстрами, у вас вот в этом мешочке есть специальные кристаллы. В прототипе, а у меня прототипная игра, они желтые, а так они будут белые. Плюс каждые 2 кристалла одного цвета вы фактически можете превратить в один желтый. И вот здесь вот написано, сколько кристаллов белого цвета вам нужно потратить на то, чтобы перейти на следующий уровень. То есть, если я стою здесь, я просто сбрасываю 2 кристалла белых и пошел сюда, сразу получил еще одну способность. И так далее, и так далее. Потихонечку прохожу вперед. При этом, соответственно, если я уже там хорошо прокачался, я могу белые кристаллы накидывать своим друзьям для того, чтобы они тоже быстрее прокачались. Что в целом очень полезно. Опять же, как бы некоторые герои могут давать бафы другим героям, то есть усиливать их. Некоторые герои могут останавливать монстров, класть на них, например, немоту. И тогда у монстра съезжает на 1 его возможности, если она уезжает ниже нуля, то есть его грань кубика снижается на 1 как будто. Ну не грань кубика, а вот именно этот тут порог. И если он съезжает с нуля, он бьет просто своей базовой атакой, а это не очень больно, не очень сильно. А вот если, соответственно, как бы вот так вот положить, то он вообще не будет ходить. Это стан, так называемое оглушение. Монстры все достаточно разные и ведут себя по-разному. Некоторые будут стараться накладывать щиты на себя и на своих друзей. Некоторые будут накладывать на вас всякие различные противные эффекты и делать вам плохо. Некоторые вас будут просто очень-очень больно бить. А некоторые будут очень сильно долго жить и стараться не дать вам пробить своих друзей, которые стоят за ними. В целом, вот эта тема, она достаточно классическая для рогаликов, в том числе для настольных рогаликов. Но вот визуальная составляющая достаточно прикольная вот здесь. При этом, смотрите, какой момент интересный. Вот это у меня акриловые стендики. И акриловые стендики, на мой взгляд, самое симпатичное и самое такое вот антуражное, что здесь может быть. Потому что в целом у вас есть, опять же, картонные фишки, это база. Это вот, например, наша главная злодейка. Но также есть еще и минички, вот она такая. Скажу честно, минички искать труднее еще, чем акриловые стендики или стендики картонные. Потому что в игре их, вот смотрите, вот это количество персонажей и врагов в игре, причем еще не все. То есть их прям много, их сотни. Одних персонажей у вас в игре под полтинник. И врагов тоже, как видите, немало. При этом враги будут выходить по-разному. Враги будут встречаться вам в разных комбинациях. И иногда вам будет достаточно сложно справиться с одной комбинацией. Тогда вы говорите, окей, мы из боя отступаем. Отступаете из боя, полностью вылечиваетесь, тратите за это 5 времени. И входите в бой по новой. Правда, враги тянутся также по новой. То есть у вас будет не та же самая комбинация врагов, а какая-то может быть другая. При этом у вас может быть больше элитных, например, или меньше элитных. В итоге вы рано или поздно дойдете до босса и будете сражаться с ним. Если победили, то победили, не победили. Скорее всего, значит, у вас закончится время, что вы проиграли. Игра очень разнообразная за счет того, что вы каждый раз пытаетесь сгенерировать себе слово «счастье» из жетонов ваших навыков, из вашего персонажа и его персональных способностей и предметов. Плюс, соответственно, как бы побыстрее прокачаться для того, чтобы вваливать как можно больше. На помощь у вас будут специальные скляночки, которые позволяют вам не умереть разочек. Но в целом, каждая ваша игра будет идти по-разному, потому что вот этих ингредиентов всех и вот этих ингредиентов всех достаточно много. И, как я сказал, самих героев. Вы изначально в игре выбираете себе одного из нескольких героев и вряд ли будете часто играть одними и теми же. При этом скиллы у вас также будут, навыки будут раскладываться у вас по-разному. И навыки в игре тоже даются очень дружелюбно к игрокам. Каждый раз, когда вы получаете навык, вы берете себе 3 жетончика, и если даже они вам не подходят, то давайте тянете 2, если они вам не подходят, тянете 1. То есть у вас достаточно много шансов взять тот навык, который подходил бы вам по стилю игры, или хотя бы по тем ценам, которые вы можете себе позволить сейчас в кристаллах на данный момент. И кристаллический движок тоже такая забавная тема. Вы можете в какой-то ход просто ничего не делать и попробовать подкопить себе кристаллов на следующий ход. Вы в конце хода можете оставить себе 5 кристаллов про запас. А еще вы кристаллы также можете использовать на то, чтобы поменяться позициями. И иногда это критически и катастрофически важно. Потому что даже ваш танк в начале, если у него нет специальных предметов на защиту и увеличение его здоровья, обладает всего лишь теми же самыми 15 жизнями, которые у вас. И если его просадили очень больно и быстро, то вы можете потерять своего танка, а это, скорее всего, значит, что вы сами только потеряетесь. Но смерть в игре — это не конец. Если вашего персонажа убили,
Вы теряете все его навыки, вы теряете все его кристаллы, предметы его уйдут вашим друзьям, которые смогут между боями отдать их также вам, вашему новому персонажу, но нового персонажа нужно будет нанять в таверне. А таверна может вам и не встретиться до конца вашего пути, если вы поздно потеряли персонажа. Поэтому будьте очень осторожны. И, возможно, если вы на грани потери персонажа, то лучше отступить и вступить в бой по новой со свежими силами. Если вы хорошо уже разобрались с правилами и понимаете, как игра работает, то полноценную партию можно будет сыграть за 1,5 часа. При этом в игре очень классные компоненты на любой вкус фактически. То есть хотите себе акриловые стендики, хотите себе картонные стендики, хотите себе минички в чиби-стиле аниме. Вот эти штуки прикольные. В принципе, можно было тянуть бы жетоны себе из мешочков, но здесь сделали такую классную штуку с шариками, она достаточно приятная. Интересная тематика в том, что, как я уже сказал, вы теряете себе вот эти раунды за путешествие, а также за каждый раунд боя. То есть как только вот здесь вот мы открыли все вот эти штучки, раз и два, все персонажи отходили, мы эти штучки снова закрываем, поворачиваем раунд и погнали по новой трясти их, выкладывать и погнали вновь в бой. Получили новые кристаллы, но самый интересный момент еще в том, что если, например, мы начали бой на 4, она голубая, мы положили сюда голубой шарик, просто чтобы помнить. В следующий раз, когда дойдет до синего символа, бой перейдет в фазу нашего изнеможения, и мы будем получать меньше кристаллов, и, скорее всего, нас просто убьют. Поэтому вам нужно как можно быстрее разбираться с вашими боями. Если вы видите, что вы, не вытягиваете прям, то есть попала такая комбинация монстров, которую вам тяжело разгрести вашими именно классами и с вашими навыками, то отступите и верните в бой по новой. Как говорили скавины, those who run away live to fight another day. В переводе что-то типа те, кто убегают, живут, чтобы подраться в другой день. Вот вы также можете делать. Так что если вы ищете себе прикольную игрушку с анимешными картинками, если вам нравится жанр JRPG, если вам нравятся рогалики, то Synchro Horizon это отличный выбор для того, чтобы посидеть с друзьями или даже поиграть в соло за нескольких персонажей и попробовать замочить главного Селестиала и злодея. И это все на сегодня. С вами был Юра, вы смотрели Geek Media. Всем пока.